И всем привет, Огонечек уже здесь, и сегодня я бы хотел поговорить о надоедающей всех рекламе на YouTube и снова затрону тему заработка на нашем любимом видеохостинге. Набираем 750 лайков, и я сразу же начинаю делать новое видео. Перед началом я бы хотел сказать для тех, кто не знает, есть два типа видеорекламы. Первый тип реклама в начале видео, которую ставит сам ютубер. В этом видео я буду называть ее pre-roll, либо реклама в начале видео. Запомните, это, например, реклама других каналов, реклама рулета CSGO, реклама какого-то смартфона и остальное. Второй тип реклама в начале видео, которую ставит сам YouTube. И в этом видео я так и буду ее называть, реклама от YouTube. На YouTube я уже около 5 лет и какой-либо рекламой никогда не занимался. Хотя и было много предложений от школьников, чтобы я пропиарил их канал в начале своего видео за 50 рублей на Киви, либо вообще бесплатно. Весь доход, который я получал со своих видео, это был доход от рекламы самого YouTube. Возможно, и я скоро буду рекламировать в начале видео какие-либо сайты, либо другие каналы. В этом я не вижу ничего плохого, и это абсолютно нормально, что какой-то ютубер рано или поздно начинает ставить несколько секунд рекламы в начале видео. Но прежде чем вы поставите дизлайк и напишите в комментах что-то типа «Фу, скатился, а я же тебе 10 рублей на стриме кидал», пожалуйста, досмотрите это видео до конца. Быть может, после просмотра этого видео у вас изменится отношение к рекламе на YouTube. Начну с того, что сам YouTube платит очень и очень мало. К примеру, на это видео ушло около 5-6 часов беспрерывного труда. И за каждые 10 тысяч просмотров YouTube платит мне около 60-70 рублей. Часть этих денег забирает себе партнерка платежной системы, и в итоге до меня дойдет рублей 40-50. И я напомню, это за каждые 10 тысяч просмотров. 5-6 часов это примерно половина довольно загруженного рабочего дня на обычной работе. И потратив около 5-6 часов своего времени на создание этого видео, я заработаю примерно 100-150 рублей, если повезет. Даже дворник или грузчик зарабатывают больше. К примеру, чтобы купить довольно средненький студийный микрофон, нужно около 5000 рублей. Начинающему ютуберу с говенным микрофоном набрать такую сумму чисто с рекламы ютуба практически невозможно, ибо на это у многих уйдет несколько лет, я серьезно. И многие люди, агрящиеся на рекламу, не понимают того, что ютубер может просто вставить в начале нескольких видео рекламу, и в течение месяца можно купить даже более хороший и более дорогой микрофон. Все время YouTube для меня был по большей части как хобби, но и зарабатывать на хобби неплохие деньги было бы очень хорошо, и это могло бы стать подработкой. Многие напишут, что я школьник, и зачем мне такой заработок, если я живу с мамкой, и она мне все покупает. Во-первых, не у всех такие богатые родители, как у вас. Да и вообще, делать видео, зарабатывать на этом и покупать все, что ты хочешь, это довольно круто, особенно когда тебе лет 14-15. Во-вторых, не все живут с родителями, и многие живут благодаря проплаченной рекламе в начале видео. То есть оплачивают жилье, покупают еду, покупают новое оборудование для создания более качественных видео. А некоторые не живут, а существуют. То есть горбатятся круглые сутки ради подписчиков, стараются делать видео каждый день, и в итоге некоторым даже на еду не всегда хватает. Такое происходит даже с рекламой в начале видео. А рано или поздно этот ютубер начинает получать так мало, что жить просто невозможно на эти деньги. И он уходит с ютуба и устраивается на завод, например. Я могу привести кучу таких примеров, стоит лишь вспомнить то, кто считался крутым на ютубе в 2012 году. Сейчас о 95% этих ютуберов никто не помнит, и они уже давно ушли с нашего любимого сайта. С тех времен на ютубе остались лишь единицы, самый яркий пример это Лолошка. На деньги, которые платит чисто сам YouTube, могут нормально жить лишь довольно популярные ютуберы, начиная с 500 тысяч подписчиков примерно. Но это еще и зависит от того, какие видео делает ютубер. Еще почему-то люди агрятся на какого-либо ютубера только потому, что он делает свои видео ради денег. Ну делает он ради денег, и что с этого? От этого его видео станут хуже? Проплаченная реклама, наоборот, может ускорять выход видео, особенно если ютубер делает свои видео ради денег. Больше видео, больше денег, все просто. И вам же, подписчики,
подписчикам этого ютубера намного лучше, что видео выходит чаще. Поэтому никогда не понимал людей, кидающихся тапками только потому, что кто-то делает свои видео ради денег. В России и странах СНГ, пожалуй, самый низкий заработок с ютуба. К примеру, в США платят гораздо больше. И многие думают, что если они переедут, к примеру, в Америку, то они станут зарабатывать с ютуба столько же, сколько американские ютуберы. Нет, зарабатывать вы будете столько же, сколько и у нас. Потому что вас все равно будут смотреть русскоговорящие зрители. Я уверен, у многих из вас стоит расширение для браузера под названием AdBlock. Это расширение блокирует рекламу на всех сайтах, включая YouTube. Если бы я сейчас попросил отключить вас AdBlock, смысла от этого просто бы не было. Реклама как была на YouTube, так и останется, да и сам я богаче не стану. Поэтому, ребят, ничего не трогайте, ничего не отключайте. Многие школьники говорят, что все до единого ютуберы миллиардеры и ссылаются на Social Blade. Social Blade не дает точной информации о заработке какого-либо ютубера. Возможно, это работает с зарубежными ютуберами, но то, какой заработок этот сайт пишет у наших ютуберов, это просто смешно. Я вас просто уверяю, точный заработок знает только сам ютубер и его партнерка. Но партнерка нигде не будет публиковать заработок какого-либо ютубера, так как это законом запрещено и запрещено правилами ютуба. Делаем вывод: о заработке ютубера вы сможете узнать только если сам ютубер покажет свой заработок на видео или на стене ВКонтакте, например. Я выработал специальную формулу, по которой можно узнать примерный заработок русскоговорящего ютубера. Берем общее количество просмотров за последний месяц, убираем две последние цифры в конце и все это делим на 1,8. Я уже снимал видео про то, как можно узнать примерный заработок ютубера, но в том видео я не сказал, что нужно в конце еще и поделить. Заработок всех ютуберов я считать не буду, так как вы и сами сможете просчитать все это. Скажу лишь то, сколько Ивангай примерно заработал за последний месяц. За последний месяц у Ивангая примерно 84 миллионов просмотров. Убираем две последние цифры в конце, получается 840 тысяч, и все это делим на 1,8. Если округлить, получится примерно 450 тысяч. Именно примерно 450 тысяч рублей получил Ивангай за последние 30 дней чисто с ютуба. Но судя по статистике Social Blade, Ивангай за последний месяц заработал в среднем около 11 миллионов рублей. И всякие школьники действительно верят цифрам на этом сайте. Это просто смешно. Моя формула показывает примерный заработок чисто с ютуба. Но точный заработок какого-либо ютубера вы не сможете узнать даже благодаря этой замечательной формуле. Потому что многие ютуберы ставят либо прероллы в начале видео, либо платно играют и записывают на каком-то сервере, либо уехали на какое-то игровое мероприятие и сняли там проплаченное видео, либо сняли обзор какого-либо устройства, например, видеокарты или смартфона, и за все вышеперечисленное им могли заплатить. Поэтому, ребят, не нужно агриться на несколько секунд рекламы в начале видео своего любимого ютубера и ставить ему дизлайки, потому что благодаря этому он улучшает качество своих видео и появляется стимул делать видео дальше. Ведь это всего лишь несколько секунд, которые можно просто переждать или перемотать, а после насладиться очередным видео вашего кумира. И я думаю, на этом все. А с вами был Огонечек. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, отсылайте это видео друзьям и всем добра. Всем пока!